Всем привет! Сегодня давайте поговорим про Москву. Москва– это столица России и один из самых больших городов Европы. Здесь живет более 12 миллионов человек, и каждый день в городе можно увидеть тысячи туристов со всей страны. Москва– это не только политический и экономический центр страны, но и культурное сердце России. Здесь можно познакомиться с богатой историей, архитектурой, традициями и современной жизнью. Одним из самых известных мест Москвы является Красная площадь. Это символ города и страны. На площади находятся такие знаменитые здания, как Кремль, собор Василия Блаженного и Государственный исторический музей. Кремль– это крепость с красными стенами и башнями, внутри которой расположены церкви, музеи и резиденция президента России. Собор Василия Блаженного удивляет туристов своими яркими куполами, похожими на сказочные шары. Он был построен в XVI веке и до сих пор является одной из главных достопримечательностей Москвы. Еще одно важное место в Москве– это Большой театр. Это главный театр страны, где проходят балетные и оперные спектакли мирового уровня. Многие иностранные туристы мечтают увидеть знаменитый балет «Лебединое озеро» именно в Большом театре. Это место объединяет классику и современное искусство и показывает богатые культурные традиции России. Москва также известна своими парками и зелеными зонами. Один из самых популярных парков– это парк Горького. Здесь люди катаются на велосипедах, гуляют по набережной, отдыхают в кафе и участвуют в фестивалях. Зимой в парке открывается каток, где можно кататься на коньках под музыку. Другой известный парк– это ВДНХ. Там находятся фонтаны, павильоны и выставки, посвященные науке, технике и культуре. Столица России– это также город современных технологий и активной жизни. В Москва-Сити, районе с небоскребами, можно увидеть современные офисы, магазины и смотровые площадки с видом на весь город. Контраст между старинными улицами и современными зданиями делает Москву особенно интересной для путешественников. Отдельно стоит сказать о московском метро. Это не только удобный транспорт, но и настоящий подземный музей. Многие станции украшены мрамором, мозаикой, витражами и скульптурами. Туристы часто специально спускаются в метро, чтобы прокатиться по самым красивым станциям, например, Комсомольская или Киевская. Москва– это город, где каждый найдет что-то интересное. Любители истории смогут посетить музеи и старинные улицы, поклонники искусства– театры и выставки. А те, кто любит активный отдых, могут пойти в парки и попробовать современные развлечения. Здесь можно почувствовать атмосферу России, понять ее культуру и познакомиться с разными людьми. В общем и целом, Москва– это уникальное место, которое сочетает старину и современность, традиции и новшества. Для тех, кто изучает русский язык и интересуется русской культурой, поездка в Москву станет не только увлекательным путешествием, но и отличной практикой языка в реальной жизни.